Я постоянно жил ни во что не вписываясь. Я наслаждался этим. Каждым дюймом, каждой каплей. Это такое красивое путешествие, просто быть самим собой. Какой момент в твоей жизни был самым счастливым? Постарайся подумать об одном из них. Дыши. Первый это Было ли в этом моменте чувство превосходства над кем-то? Было ли в нем чувство, что ты хуже кого-то? Было ли там место комплексам и надуманным недостаткам? Очень и очень вряд ли, потому что в этот момент ты был собой. Я так счастлива. В том состоянии, ради которого человек и существует. Знаешь, есть такие люди, которым всегда чего-то не хватает. Они пытаются это компенсировать чем-то внешним, больше денег, больше дорогих вещей, машин, домов, но каждый раз все равно чего-то недостает, ведь у кого-то есть еще больше. Значит, и тебе нужно больше, чтобы достичь того самого состояния гармонии, удовлетворения своей жизнью и ощутить свою ценность. Но проблема в том, что такие люди, получая больше, всегда замечают, что есть еще что-то, чего нет у них, но есть у других. И так до бесконечности. Гонка за чужими навязанными стремлениями, в то время как жизнь стремительно проходит мимо. А она действительно проходит. Потому что жить в вечном стремлении и быть лучше кого-то, вечной неудовлетворенности самим собой — это не жизнь, это грустное существование, которое изредка создает иллюзию счастья. Пока ты не заглядываешь внутрь себя и не работаешь над причиной. А причина — это сравнение. Причина — это навязанные ценности. Причина — это низкая самооценка. Да, истоки низкой самооценки в сравнении себя с другими. И чаще всего это сравнения, которые идут в чужую пользу. Как говорили Оша и Садгуру, мои любимые восточные мыслители, сравнение — это болезнь, которая будто рак поражает твою душу, твою голову, и которая по-настоящему отравляет твою жизнь. И если ты однажды заразился этим и не пытаешься это искоренить, ты всегда будешь в погоне за чем-то внешним, чем-то, чего у тебя еще нет, чем-то ненужным. Ты всегда будешь недоволен собой, ведь твой разум всегда найдет кого-то лучше. Твой разум всегда найдет кого-то, кто имеет больше, и он будет искать. Он будет делать это очень интенсивно, поражаясь болезнью все глубже и глубже, все сильнее и сильнее. Да, есть много людей, которые в чем-то отстают от тебя. Повод ли это тонуть в чувстве блаженства и собственного нездорового превосходства? Есть также много людей, которые в чем-то опережают тебя. Повод ли это тонуть в чувстве собственной никчемности? И в этом случае твоя самооценка всегда зависит от чужих успехов или неудач. Это ли не самое страшное, во что может ввязаться человек в духовном плане? И как бы это пафосно ни звучало, но смерть и так заберет у каждого из нас все, кем мы хотели казаться. Все титулы, к которым мы стремились лишь ради того, чтобы потешить свое эго и быть кем-то в обществе, в котором живем. Все это абсолютно не то, что делает тебя тобой. Все это уйдет, растворится и больше никогда не будет иметь никакого значения ни для кого. И стоило ли тратить жизнь на то, что в итоге не имеет никакого смысла? В то время как можно потратить эту жизнь на то, что сделает твое нахождение здесь и сейчас по-настоящему счастливым. И началом этому служит безусловная любовь к тому тебе, кем ты являешься сейчас. Началом этому служит желание прислушиваться лишь к своему сердцу и никогда не позволять впускать туда что-то пустое. Все надуманное исчезает, когда мы находим тот жизненный путь, который нас наполняет и отображает наши интересы и порывы нашей души. Возможно, ты еще не знаешь, каким ты хочешь видеть свой жизненный путь, и в этом весь интерес.
Просто будь открыт к этому миру и ищи. И эти поиски никогда не поздно начать. Не слушай других, не жди чего-то одобрения, не сравнивай свой жизненный путь с чем-то чужим, не иди на поводу какой-либо системы. В тебе есть твоя собственная вселенная, такая, какой нет ни у кого другого. Открой ее и начни жить по тем правилам, что диктует тебе именно она. Кем бы ты ни был, сколько бы тебе ни было лет, где бы ты сейчас ни жил, чем бы ни занимался, я очень хочу, чтобы эти слова зародили тепло и поддержку в твоем сердце. Каждый день – это новое начало. Почему бы не сделать сегодняшний день тем самым днем номер 1 в твоей собственной истории? С самого детства ты слышал: цветок розы красивый, это прекрасный цветок. И когда ты видишь розу, ты просто повторяешь как компьютер: о, она красивая. Но действительно ли ты это чувствуешь? Если это не так, не говори этого. Ты будешь удивлен. 99% того, что ты носишь в уме, заимствовано. И в этих 99% бесполезного мусора 1% внутреннего смысла теряется, тонет. Отбрось это знание, обнаружь заново свой внутренний смысл.